Всем привет, друзья! Сегодня хочу рассказать, как я сделал крышку для своей бетономешалки. Для чего вообще нужна крышка для бетономешалки? Для того, чтобы в нее можно было загрузить побольше материала. То есть ни для кого не секрет, да, что бетономешалка лучше всего перемешивает где-то вот в таком вот положении. То есть вот максимум, что можно в ней нормально перемешать за счет вот этих вот лопастей. То есть вот это вот максимальный объем. Бетономешалка у меня насколько? На 160 литров, поэтому хочется ее использовать по максимуму, а максимум загрузить в нее можно, чтобы она перемешивала, к примеру, полистирол бетона, из которого я хочу дом строить. Это вот в такое вот положение. То есть, конечно же, все будет уже выливаться. Именно поэтому я решил, по примеру других самостройщиков, которые из легких бетонов делают, сделать крышку. Что представляет из себя моя крышка? Это обычный OSB лист 12. В него я просверлил 4 дырки и вставил 4 болта. К болту приварил половинку шайбочки, вот такой вот. То есть для того, чтобы можно было вручную его крутить, чтобы было удобно, чтобы не нужно было какими-то ключиками. Там ключики, все настройки очень быстро теряются, а так вручную можно работать. Здесь сделал метку, эту метку вот так вот сопоставил по вот этой вот стрелочке, грубо говоря. То есть здесь я приварил гайку прямо к бетономешалке. То есть как я это сделал: сначала просверлил 4 дырки, вставил болт, накрутил в него снизу гайку и вот так в таком положении уже наживил гайку, можно сказать, во всех 4 местах. Потом болт выкрутил и уже обварил нормально, потому что, чтобы не приварить гайку к самому болту. То есть здесь я болт ставлю, наживил, второй болт посмотрел, чтобы совпадал, и все. В принципе, все остальные болты закручиваются уже четко на свои места. Количество самих, так сказать, полуоборотов, которые нужно сделать для того, чтобы закрутить эту крышку к бетономешалке, можно регулировать количеством вот этих вот самих шайбочек. То есть чем больше шайбочек поставить, тем меньше оборот нужно делать рукой, чтобы прикрутить крышку к бетономешалке. Само прижимное усилие отличное, то есть вот, закручивается, ну, тут, не знаю, тут водичка, может быть, и прольется, но, скажем так, даже просто элементарно бетон замешивать, он уже не прольется. Я сразу отказался от мысли, как другие делают, там какие-то резиночки, какие-то проволочки наматывать. Это все, мне кажется, до поры до времени. Хотелось чего-то надежного, поэтому приварил вот такие вот гайки и 4 болта. Скажем так, открутить, ну, я сейчас в одну руку откручиваю, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, все, 1, 2, 3, 4, 5, 6, все, и крышка освободилась. То есть в 2 руки, ну, грубо говоря, там 20 секунд, и крышка снята. Но зато само усилие, которое с помощью этих болтов можно добиться, оно отлично притягивает крышку. То есть это надежный вариант. Можно огрузить бетономешалку по максимуму, и вот в таком положении она будет размешивать все, что нужно. В общем, вот такая вот идея у меня была. Вот так вот я ее реализовал. Единственное, нужно будет покрасить эти места, потому что после сварки все очень быстро начинает ржаветь под крашу, и можно пользоваться. В общем, спасибо за просмотр. Комментируйте, как вы считаете, нормальная идея или не очень. Всем хорошего дня и до новых встреч. Пока.